Зная, как много в Армении красивых мест, мы отправились в поездку. Отъехали от города совсем недалеко, километров на 70-80, но увидели какой-то совсем иной мир. Его основная точка – гора Арагац. Мы выехали утром воскресенья. В этот день традиционно в армянских церквях проходит служба. И вот первая точка на нашем пути. Всем привет! Привет! Сегодня мы отправились в небольшое путешествие по Армении и сейчас находимся в церкви Кар-Мравор. Церковь Кар-Мравор – красноватая, или церковь Пресвятой Богородицы, построили в VII веке. Эта маленькая церковь единственная в Армении, первоначально черепичная кровля которой уцелела до наших дней. Во дворе этой церкви похоронен выдающийся армянский поэт Геворг Эмин, уроженец города Аштарака, расположенного неподалеку. Одна из самых знаменитых его книг «7 песен об Армении». Помните, мы рассказывали вам о памятнике поэту с кошкой в центре Еревана? Вот это как раз и есть Геворг Эмин. На стенах церкви фрески, что как раз характерно для раннехристианских храмов. Для этого в них штукатурили стены. В более поздний период в армянских церквях этого уже не делали. А вот следующая точка нашего маршрута. Сейчас Мика расскажет, где мы находимся. Мы приехали в село Ахцк. Очень сложно произнести. Очень, поэтому произносит Мика. Вот. Здесь, в этом селе, усыпальница царского рода Аршакуни, о которой мы попозже подробнее расскажем. С почти детективной историей. Реально очень интересно.
Село Ахск известно уникальной царской усыпальницей, могилами армянских царей Арташесидов и Аршакунидов, вокруг которой кипели нешуточные страсти. В 359 году персы неожиданно ворвались в Армению, выкрав царские останки. Для них это было такое магическое действие, так они забирали себе чужие славу, удачу и мужество. Довольно быстро полководец Васак Мамиконян вернул священные останки в Армению. Они были захоронены в Ахске. Долгое время считалось, что история с перезахоронением – это миф, однако раскопки доказали иное. Они проводились здесь как в советские времена, так и совсем недавно. И все это благодаря упорству одного человека – археолога Акопа Симоняна. Первые попытки раскопок предпринимались в 1974 году. В 2015 году здесь начала работу новая экспедиция. И под алтарем часовни, под каменными плитами были найдены каменные саркофаги с мощами. Потому что в саркофагах были только чистые кости, ученый предположил, что это перезахоронение. Площадь дворца в Ахске составляет порядка 500 квадратных метров. Здесь обнаружены и камни, и кладки с рельефными изображениями животных, львов, тигров, верблюдов, а также мифического существа Симург. Это птица с ногами орла, головой и хвостом павлина. Место это пока поделилось далеко не всеми своими тайнами, и многое нам только предстоит узнать. Сегодня мы приехали в Тегерь. Сейчас пойдем смотреть на эти красоты. Монастырь Тегерь расположен на юго-восточном склоне горы Арагац на высоте 1700 метров. Монастырь состоит из церкви Сурб-Аствацацин Святой Богородицы 1213 года и добавленного к ней с запада в 1221 году притвора. Это действующая церковь. Что примечательно, в этом месте Бог и космос оказались рядом. Хотя, может, это как раз и не удивительно. Прямо за храмом располагается первый в мире радиооптический телескоп радиофизика-академика Париса Геруни, построенный в 1985 году на склоне Арагаца. По мнению экспертов, телескоп мог бы стать важным звеном международной сети радиотелескопов со сверхдлинной базой. Найти применение в таких задачах, как дальняя космическая связь, радиолокация небесных объектов, управление космическими полетами и в качестве наземной инфраструктуры ГЛОНАСС. Мы и здесь застали службу. Оказавшись рядом со священником, получил благословение и наш сын. Был этим невероятно впечатлен и воодушевлен, и вспоминал даже на следующее утро. На стенах паломнические кресты. Как нам объяснил наш гид, они имеют символический смысл. Их заказывали камнерезом, и они несут определенную информацию об участниках паломнической поездки. Мы приехали в очень интересное место, и весьма древнее, это 7 век, церковь и местечко Аруч. А церковь Аручаванг. Храм был построен в середине 7 века, предположительно в 641 году. В 1946-1948 годах была проведена его частичная реставрация, в ходе которой удалось воссоздать его первоначальный облик.
Храм находится в полуразрушенном состоянии, и, подняв голову, видишь птиц в синем небе. На стенах остались лишь следы фресок. Храм не действующий, но в нем стоит явно осовремененная купель. У стен современные, немного лубочные картины с изображениями святых и даже такая странная вещь, как крест из старых батареек. А на полу такой артефакт, как платок с надписью «Москва-80». Место явно притягивает очень разных людей. Во многих армянских церквях можно взять свечку, просто бросив монетку в прорезь специального ящика. Здесь также. Храм смотрит на мир через стекла новых деревянных окон. Рядом с ним находятся руины дворца, построенного Григором Мамиконяном. За дворцом – руины базилики Катагике. Сводчатая часовня XII-XIII веков, развалины замка того же периода и остатки крепостных стен. Здесь гуляет ветер, ящерицы замирают на разогретых солнцем камнях, и летают неистово птицы, а тебя словно выбрасывает в другое измерение. Почему-то вспоминались кадры из фильмов экранизации книг Дэна Брауна. Это ощущение не покидало и во время поездок в другие церкви. Вспархивающие птицы, птицы, пролетающие над куполом. Все это выглядит символично и очень кинематографично. Тут у нас небольшой привал. С нами замечательный гид Арутюн. Человек, который любит Армению, умеет о ней рассказывать и знает о ней то, чего вам не расскажут другие. Сейчас мы разопьем бутылку вина, которую нам подарили на винном фестивале. Мы обещали вам рассказать, понравилось нам это вино или нет. Вот в таких красивых походных условиях мы его сейчас разопьем. Ну что вам сказать, это вино недорогое, вкусное, ничего больше сказать не могу. Еще одно потрясающее место на нашем пути. Как-то постепенно начинаешь привыкать к тому, что вокруг такая фантастическая древность. Это церковь Мастара. Церковь Мастара. Она же церковь святого Иоанна Крестителя. Храм в одноименном селе Мастара. Он был основан в V веке и в плане архитектуры похож на собор в Эчмиадзине. В помещении церкви у стены стоит старинная деревянная дверь. Это традиция. Так поступают во многих церквях. Когда старые двери приходят в негодность, их бережно хранят, заменяя современными. Четыре года назад выяснилось, что копоть стен храма скрывает старинные фрески. Часть из них удалось восстановить реставраторам.
По преданию, в IV веке Григорий Просветитель привез в Армению из далекого Иерусалима частичку мощей Иоанна Крестителя, и они были здесь захоронены. Отсюда название поселения Мастара. Такое же название и у церкви – Мас, Масунг, Мощи и Тара – Я отнес. На стене храма современная икона, по-своему очень трогательная. На ней Богоматерь с младенцем парят над маленьким заснеженным арагацем. Внутренний интерьер церкви довольно необычен. Над входом в его зал, напротив алтаря, расположены деревянные хоры или балкон, опирающийся на деревянные столбы. Это явно более современная пристройка. Мы очень долго ехали и, наконец, приехали в Таллин. Но не тот Таллин, о котором вы подумали. Это армянский Таллин, а не эстонский Таллин. А сейчас еще один храм VII века. Таллинский собор. Очень большой собор. По некоторым данным, самый большой собор той эпохи в Армении. Время постройки известно только ориентировочно – VII век. Сейчас он полуразрушен, у него нет купола. Большой урон зданию нанесло землетрясение в 1840 году. Из громадной внутренней арки, которыми два западных подкупольных столба соединяются с западной стеной. Все это завораживает своими размерами и мощью. Собор отличался своим богатым декоративным убранством, обильным освещением. Здание имеет 28 окон. В 1840 году были разрушены купол и большая часть южной и западной стен собора. В советские времена храм частично реставрировали, но почему-то бросили эту работу на полпути. Они сейчас напоминают торчащие местами пруты арматуры. Но даже в таком виде это абсолютно завораживающее место со своей потрясающей атмосферой и душой. Мы надеемся, что нам удалось передать хотя бы часть тех ощущений, которые возникли у нас во время этой поездки. Искренне ваши, Мика и Эля.